говорят, пощады никто не желает. Друзья, Магадан надо увидеть не только изнутри, но и снаружи, а именно с моря. Поэтому мы начинаем нашу морскую прогулку по окрестностям Магадана. И сейчас мы пойдем к капитану нашего корабля и спросим, куда же мы не плывем, а идем. Представьтесь, пожалуйста. Игорь. Игорь. Капитан. Куда же мы идем, правильно? Не плывем, а идем, правильно, говорится. Идем мы в район сейчас острова Кекурны, в простонародье Камень-Монах. Снимаем тут птиц и идем вот на Три брата. Там птичьи базары снимаем и идем далее в бухту Батарейная. В бухте Батарейная будет рыбалка. Рыбалка в Магадане, это должно быть что-то. У каждого такого места обычно есть какая-то своя легенда. Есть ли какая-то красивая история про остров Монах? Якобы как здесь обитал какой-то монах давным-давно, когда Магадан только строился. Вот. А когда его проходишь, делаешь таких 3 гудка. Это такой привет монаху, да? Да, это привет монаху. Да. Друзья, это самый настоящий птичий базар. Это не то место, где можно купить птиц, это то место, где птицы живут. Здесь гнездятся топорки, и тупики, и чайки. Услышать шум птичьего базара можно, наверное, за несколько километров. На торчащих из воды скалах гнездятся десятки тысяч птиц, которые не умолкают ни на минуту. Любоваться этим постоянным движением можно бесконечно. Но нам нужно двигаться дальше, к главной цели нашего путешествия. Рассказываю, как происходит рыбалка по-магадански. Никаких спиннингов, никаких удочек. Нужна лишь леска и рука. Сейчас покажу. И 2 крючка голых. И 2 голых крючка, и сало. Это немаловажно. Вот первая пойманная рыба, это бычок. И на самом деле это не самый большой деликатес здесь. Пусть живет, поймаем еще что-нибудь получше. Вообще рыбачить в Магадане одно удовольствие. Остаться без улова здесь практически невозможно. К тому же в любой сезон есть свои трофеи. Например, зимой все ловят корешку, по осени треску и палтуса. Мы вот застали сезон камбала, чему очень рады. Вот она, 4-я камбала, уже моя, родная. Ой. Так, значит, технология такая, надо дойти до дна, как и в жизни. Надо сначала дойти до дна, чтобы потом от него оттолкнуться и поймать лучшую рыбу. Камбала в учебник. Камбала с палаты меры весов. Эталонная называется. Сколько, на твой взгляд? 700 грамм. Так, вот, Вот мы... смотри, вот видишь, вот смотри. Вот А это что, не камбала? Это камбаленок. Да, это хорошая камбала по размерам. Она, видишь, какая жирненькая, Ага. плотная. С нее получится прекрасный стейк. А вот и бычок! А вот и бычок! Какой красивый, ты посмотри, как он перышки свои. Улов у нас отличный. Я не знаю, штук, наверное, 12 камбал. Одного бычка мы для разнообразия все-таки оставили. Уже когда я сматывал удочки, мне капитан сказал: да не пустые, давай сматывай быстрее. Уже лодка тронулась, а у меня камбала там сидит, трепыхается вот так, как на водных лыжах за мной едет. Так что улов шикарный, осталось его правильно приготовить и правильно продегустировать. На пустом крючке была камбала. Мы движемся в бухту Батарейную, чтобы там, укрывшись от волн, бросить якорь и приготовить наш обед.
Наконец-то есть время оглядеться по сторонам и насладиться суровой колымской природой. Помогать с приготовлением свежепойманных деликатесов нам будет команда магаданского ресторана «Аляска», который специализируется именно на морепродуктах. Здесь у нас уже практически разогревается сковородка, на которой будет жариться рыбка. И будет вариться здесь потом у нас вот в этой кастрюльке краб. Ну что, пойдемте помогать разделывать? Айда. Ох, красота какая, а. Значит, у нас камбала, бычок и краб. Разнообразие. И накормим чаек заодно. Чайки уже тут как тут. У них свой улов. Значит, разрезается голову, разрезается... Вынули все внутренности, Ага. отрезали все плавники. Сейчас отрежем хвост и... Смотрите, это краб. Он маринуется в собственном соку. В это время одновременно и тут и бычок есть, да? Да. И бычок, и камбала жарится, издает прекраснейший аромат. Вы должны почувствовать это даже сквозь монитор. Все это на живописнейшем побережье Магадана, Охотского моря. Что еще сказать? Знаете, как шкварчит под профессиональными руками капитана. Так, это что такое у нас? Это соус терияки, это кимчи. Так, ну вот смотрите, соус терияки для японских туристов, кимчи для туристов из Южной и Северной Кореи, а все вместе и подсолнечное масло для нас. Для русских туристов, а еще и витамины нам. А, это соль. Солька, куда мы без соли? Все, рыбка практически уже готова. Видите, как она быстро? Раз-два, подрумянилась. Следующим пойдет у нас крабик. Ну что, наш краб подоспел, я правильно понимаю? Да. Его можно уже... горячо. Его можно уже есть? Да. Или его еще надо... Он уже сварился, Угу. наш синий дальневосточный краб. Как синий, он красный. Ребята, мы с Игорем вас ждем. В московских ресторанах такой краб за килограмм стоит примерно 9-10 тысяч рублей. Обалдеть. Ребят, сколько граммов мы съели? Пересчитайте, пожалуйста, на деньги. А здесь это вот так вот все, в изобилии. Пробуй, ешь, не хочу. К сожалению, наше морское приключение заканчивается. Нужно успеть вернуться в город до отлива. Но даже такое короткое знакомство с окрестными пейзажами оставляет незабываемые впечатления и дарит стойкое желание вернуться сюда вновь. Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что, мол, чудак, а просто так.